Всем привет! В этом видео будем собирать потолок в кухне с коробом над мебелью. Это такой классический дизайн для кухни. Есть у нас вот такое помещение. Это белый вариант. Потолок уже вроде бы выровненный со смесью. И предполагается, что он ровный. Ну, естественно, это на самом деле не так. В общем, с чего мы начинаем? Мы начинаем с дизайна. Вот такой у нас эскиз. С указанием ширины короба от стены 60 сантиметров и высоты от бетона. 0 у нас минимальный, минус 5 где-то, ну может минус 6 будет. И разница с нижним уровнем 13 сантиметров. Вот теперь с самого начала. Как делать разметку прямо с нуля. Сначала мы будем делать короб вдоль стены. А для этого нам нужно знать его высоту. Чтобы знать его высоту, нам нужно вычислить высоту нулевого потолка. Для этого включаем лазер и находим на потолке самую низкую точку. А теперь от абстрактных слов конкретно к делу. Например, включаем лазер, где-то рядом с ним, в любом месте, устанавливаем линию на отметку, например, 10 сантиметров. Теперь с помощью лазера промеряем периметр и центр потолка, для того, чтобы узнать, где находится самая маленькая цифра, то есть где потолок самый низкий. Например, смотрим, здесь у нас уже 9,7, в углу 9,5. И смотрим дальше. Здесь у нас 10, ну и так далее. Сейчас повернем лазер, посмотрим, что у нас с другой стороны. Здесь у нас 10,5 уже. С этой стороны 10,3. По центру 11. Ну и так дальше. Промеряем высоты. 11. Сейчас посмотрим противоположную сторону. Тут 10,7, 11,3, 10,5, 10,5, 10, 10. Итого, разница по уровню у нас от 9,5 в дальнем углу до 11 в центре, вот где лампочки. То есть вот здесь потолок выше. Значит, нам нужно делать разметку, исходя из размера 9,5 сантиметров от линии. То есть от этого угла. Теперь, чтобы прикрутить на стену направляющий профиль, нам нужно какое-то место для него. Возьмем, например, 35 миллиметров от потолка вниз. 35 миллиметров. Теперь поставили отметку. Берем теперь от этой отметки расстояние до красной линии, например, 6 сантиметров. И вот под этот размер 6 сантиметров мы проставляем отметки по всем углам, для того, чтобы отбивать линии. То есть вот так вот берем и проставляем везде по 6 сантиметров от красной линии вверх. Но это в том случае, если у вас лазер такой, как у меня, то есть он не дает линию под потолок. Если у вас осипостроитель с верхним стеклом, то в принципе можно сразу ставить лазерную линию по отметке базовой.
Проставляем отметки и потом по ним отбиваем линии. Все отметки по углам проставили. И можно сразу, в принципе, дать уровень для короба. То есть сделать разницу в 13 сантиметров. И эту отметку переносим на ту стену, где будет короб. Это у нас пока горизонтальные уровни. Отбили линии горизонтальные для короба и для потолка. Теперь нужно проставить размер короба от стены и нарисовать вертикальные линии. Разметку мы сделаем с учетом толщины гипсокартона. Сделаем разметку на 59. Гипсокартон с уголком займет где-то 1,5 сантиметра, получится 60,5. Эти полсантиметра мы оставим на окончательное выравнивание вот этой стены. Она еще не сделана. Возможно, что-то, какой-то на ней есть перепад, и мы полсантиметра оставим на его выравнивание. Размечаем вертикали и линии по потолку для короба. Теперь у нас готов весь периметр, то есть размечен. Теперь нужно по этим линиям закрутить направляющие профиля с учетом очередности сборки. То есть собирать мы будем сначала короб, поэтому профиля для потолка не должны доходить до тех профилей, которые составляют каркас короба, на толщину гипсокартона с небольшим запасом еще. Готово. Вот это у нас периметр для короба. А вот это для потолка. Теперь можно приступать к сборке конструкции. Собираются такие короба в основном двумя способами. Первый – это каркас. Собрать каркас и обшить его гипсокартоном. Это довольно долго по выравниванию. То есть выровнять его в горизонтальной плоскости и вертикальной нужно время и точность. Второй способ – это когда вешаются сначала гипсокартонные бортики, потом снизу к ним прикручивается направляющий профиль. Самый, наверное, распространенный и самый ошибочный способ. Потому что в таком случае все держится просто на гипсокартоне, на пустом гипсокартоне. А он нагрузку не держит. Если его намочить, вполне возможно обрушение. Мы используем третий способ. В основном, когда это возможно, ну кроме каркасного, когда сначала подвешиваем гипсокартонные бортики, отбиваем по ним линии, делаем разметку, а потом внутри вшиваем каркас. Это полноценный каркас, который позволяет потом снять гипсокартон, и все останется на месте, все железо будет на месте. Чем проще? Проще тем, что удобнее делать разметку по гипсокартону. То есть горизонтально мы сразу вбиваем линию шнуркой, и все. Там ничего выравнивать вообще не надо. Ставим перемычки и нижний профиль. И все. Бортик готов. Потом нижние цедышки и выравниваем вертикально снаружи. Это намного упрощает сборку. Ну, для начала подвесим гипсокартонные полоски. Они нужны с запасом где-то сантиметр 2-3. Прикрутили полоски гипсокартона.
Они у нас по 1,20 м, для того, чтобы под отделку попался заводской край. Теперь нужно разметить эти полоски. Отбиваем линии на том же уровне, что и периметр на стене. Одну линию снаружи и одну линию изнутри. Если края гипсокартона расходятся, то их можно временно стянуть на профиль, чтобы эти края находились в одной плоскости и чтобы ничего не мешало хорошо отбить линию. Готово. Теперь нам нужно убрать все лишнее и вкрутить сюда каркас. В первую очередь нужно вкрутить перемычки через каждые 40 сантиметров. Перемычки выглядят вот так. В середине листа из УДшек с лепестками, там где стык листов, из ЦДшки. Установка простая. По отметке вырезаем профиль треугольником до середины и отгибаем треугольником вниз уголок. Вот в это место нужно вставить перемычку. Перемычка делается из обычной УДшки. Нужно с нее срезать дно и боковую часть и оставить один лепесток. То есть получится вот такая деталь, которая вставляется вот сюда, так чтобы до линии было примерно полсантиметра, и саморезом закручиваете в эту часть. Вот так закручиваем все перемычки. Закрутили все перемычки, и теперь можно вкручивать по линии нижний профиль направляющий. Да, почему перемычки стоят через 40 сантиметров? Потому что снаружи к этому бортику у нас будет еще дополнительно вкручиваться направляющий профиль для ровного потолка. И для него нужно крепление не просто в гипсокартон, а и в какое-то нормальное прочное основание, сравнимое с дюбелем на стене. Так закрутиться можно только в профиль. Среднее расстояние между дюбелями где-то 40 сантиметров, поэтому и перемычки стоят тоже через 40 сантиметров. Итак, закручиваем профиль по линии. Линия снаружи находится на том же уровне и показывает нам как ориентир, куда вкручивать саморез. Закрутили УДшку, но она у нас длиной короче, чем бортик. Вот как делать такое соединение двух профилей? Лучше всего с лепестком. Но это еще не все. Чтобы он хорошо сел в этом месте, нужно его согнуть плоскими, а потом разогнуть обратно. Вот в этом месте, так, сейчас, вот в этом месте появится рельеф, который сядет сюда и не будет оттопыривать профиля. Загибаете вот так профиль и опять разгибаете его обратно. У вас появится вот такая ступенька, как раз под толщину вот этого профиля. Вот теперь лепесток совершенно не мешает профилю лечь на гипсокартон. То есть никакого зазора нет. Теперь как крепить это все? Здесь, как обычно, на саморезы 25.
А здесь закрепились. И по металлу поставили тоже в перемычке. Здесь что делать? Здесь нужны два самореза по металлу. То есть один вкручиваем так, что все было ровно. Но сейчас это качелька. Нужен еще один саморез. Где-то на краю вот здесь. Так, чтобы они были парой. Это и зафиксирует в прямолинейном положении. Вот теперь все. С профилем все. Нужно срезать гипсокартон лишний. Вот тут нам еще раз пригодится линия снаружи. То есть здесь мы проводим ножом под профиль. И снаружи проводим ножом по линии. После этого лишний гипсокартон легко отламывается. Остается только ножом пройтись край или теркой. Чтобы убрать неровности. И в принципе все, бортик будет готов. Проставляем отметки на стене для нижнего каркаса. Тут у нас профиля через 40 сантиметров будут. Чтобы более точно брать размер перемычек, нужно по центру установить одну и закрепить ее на саморез, то есть выровнять внешний край вертикально. Выровняли центр, и теперь можно взять более точные размеры для других перемычек. Размер берем от дна профиля внутри до дна другого профиля тоже внутри. Минус полсантиметра на зазоры. Установили все нижние перемычки и для начала закрепили их от стены на саморезы. Теперь нужно выровнять внешний край по уровню и закрепить тоже на саморезы. Выровнять нужно по уровню, а проверить по плоскости. Если есть какие-то неровности, то их можно скорректировать. Да, еще как ставятся перемычки. Правильно. Вот это комплектная система. Два профиля. Один профиль вставляется в другой. И он должен там хорошо сидеть. Не болтаться. То есть делать какие-то вырезы дополнительно. Типа вот таких вот. Не надо. Я видел, что так делают, но для чего неизвестно. То есть профиль стоит не внутри, а как-то вот так. Это неправильно. Так он болтается. Профиль должен стоять плотно. Ну все, выравниваем и получаем готовый каркас. Каркас для короба у нас готов, но зашивать пока мы его не будем, потому что еще неизвестно, где будут лампочки, и электрики должны затянуть провода внутрь короба и на потолок. Зато мы можем сделать периметр для нулевого потолка нашего из гипсокартона. То есть отбиваем еще одну линию и собираем каркас. Линия для профиля есть, и заканчиваем периметр для потолка. Готово. Но перед тем, как накидать CD-шки для потолочного каркаса, мы отобьем еще две линии для подвесов, чтобы подвесы у нас шли ровными рядами. Расстояние как раз удачное, подвесы будут через 70 сантиметров друг от друга. Потолочные профиля также расположены через 40 сантиметров. Раскидали профиля по потолку. Теперь нужно засверлить подвесы и с их помощью выровнять каркас.
делать разметку для подвесов и их засверливать можно разными способами. В зависимости от, во-первых, удобства, а во-вторых, от обстоятельств. Обычно мы делаем разметку по факту. То есть ставим профиль, отмечаем карандашом внутренние отверстия подвеса. Если засверливать неудобно, потому что профиль стоит близко к потолку, то его можно подвинуть. То есть не закреплять один край, просто сдвинуть профиль в сторону, по этим отметкам засверлить отверстие и закрутить подвес. Потом подвигаем профиль обратно и закрепляем его на саморез возле стены. Если профиль уже закреплен у стены и подвинуть нельзя его, а сверлить неудобно, то можно порезать подвес пополам. В этом случае удобнее ставить их наизнанку, то есть уголком наружу. Но размечать и сверлить нужно все равно основные отверстия, а не в ушках. Такие подвесы половинчатые можно сдвигать относительно друг друга, независимо. Например, если вы попали на арматуру где-то с одной стороны. Вот как раз и тот самый случай с арматурой. Один подвес у нас засверлился хорошо целиком, а на втором мы попали одно из отверстий в железо. То есть дюбель не входит примерно на сантиметр. Поэтому пересверливаем в другом месте, а подвес режем пополам. В этом случае уже половинка подвеса не становится так, как она должна быть, ну, как она вот так должна быть, а разворачивается в другую сторону. Вот в таком положении засверливаем и закручиваем половинку. После того, как все подвесы установлены, нужно выровнять каркас. Для этого тоже используются разные способы, например, рейка или лазер. Мы будем использовать капроновую нить, как самый легкий вариант. Для этого вкручиваем один саморез в направляющий профиль, саморез по металлу. Вкручиваем неплотно, так чтобы за него можно было зацепить петлю. Закрепляем один конец нити на этот саморез, а другим концом закрепляем на противоположной стороне комнаты, тоже за профиль, за направляющий. Нить закрепляем в таком положении, чтобы она проходила в 5 сантиметрах от подвесов. И натягиваем так сильно, насколько это возможно, до состояния струны. После этого поднимаем профиля над нитью с помощью 25-х саморезов. Потом по одному профилю освобождаем и выравниваем. Выравниваем на подвесах с помощью саморезов по металлу. То есть выставляем вот такой небольшой зазор, одинаковый справа и слева на просвет. Это очень хорошо видно глазами. И закрепляем на саморезы. Саморезы вкручиваем не в отверстие, а сквозь сам подвес. Так они держатся прочнее, ничего не болтается. Вот с таким небольшим зазором выравниваем весь ряд подвесов. Один ряд и второй. Итак, весь каркас готов. И для потолка, и для короба. У нас есть еще кое-какие вопросы по поводу расположения вытяжки и одного из светильников, но обшивку уже можно начинать. Первый лист на потолке у нас имеет размер не 1,20 м, а 80 см. Для того, чтобы сделать разбежку швов между потолком и боковой частью короба. А вот в этом месте одну перемычку нам все-таки пришлось сместить. Потому что именно здесь проходит вытяжка от газовой плиты. Вот, в принципе, все вопросы решились. Теперь можно зашивать потолок полностью. Готово. Обшили все гипсокартоном. И на этом наша работа закончилась. Вот так и выглядит монтаж и дизайн
самый что ни на есть классический дизайн для кухни. То есть ровный потолок. Ну, он не обязательно может быть гипсокартонным, может быть и другой. И прямой короб над мебелью, над рабочей зоной. В этом же коробе можно прокладывать коммуникации. Вентиляцию, например, вытяжку и электрику. Ну, на этом всем пока. Спасибо за внимание.